Всем привет! В этом ролике вяжем интересную простую шапку-спираль. Можно вязать ее как из толстой пряжи, так и из тонкой. Будем вязать шапку на взрослого. Ширина 22 сантиметра, высота 25. Стандартные параметры изделия. Вязать будем из пряжи Газал ВУ 175. В мотке на 50 грамм 175 метров. Очень приятная мягкая пряжа. В составе 100% мериносовая шерсть Супервош. Приставка Супервош говорит нам о том, что изделие из этой пряжи можно стирать в стиральной машине. Мой цвет пряжи номер 325. Красивый, насыщенный синий. У данной пряжи очень богатая цветовая палитра, оттенки на любой вкус. Для работы производитель рекомендует спицы 3,5-4, но мы будем вязать в 2 нити на спицах номер 5. Длина лески у меня здесь 40 сантиметров. Пряжа на ощупь шелковистая. Лоб от шапки из этой пряжи никогда не будет чесаться. Меринос отлично сохраняет тепло, и тело в изделиях из этой пряжи дышит. Из нее мы можем вязать как для детей, так и для взрослых. На взрослую шапку у меня ушло 2 мотка. Складываем вместе 2 нити и обычным способом на спице номер 5 набираем 80 петель. Как нам получить данное количество петель? Из обхвата головы вычитаем 15% на растяжение шапки и умножаем на нашу плотность. В 1 сантиметре у меня 1,75 петли. Получаю 80 петель. Количество петель для узора должно быть кратным 10. Плюс 1 петлю наберите для замыкания вязания в круг. Набрали нужное количество. Замыкаем вязание в круг, поправляем косу наборного ряда, чтобы она не перекручивалась и вся смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем таким образом ряд до конца. В следующем ряду будем формировать красивый край, перекручивая лицевые петли. Для этого вводим спицу вниз под вязание, снимаем вот таким образом лицевую петлю, прокручиваем ее, возвращаем на левую спицу, провязываем лицевой за переднюю стенку, изнаночную провязываем обычной. Снова вводим спицу под вязание, снимаем лицевую, прокручиваем, возвращаем и провязываем. Изнаночная. Прокручиваем лицевую, возвращаем, провязываем, изнаночная. Таким образом будем вязать до конца ряда. Все лицевые прокручиваем, изнаночные провязываем как обычно. В итоге у нас формируется вот такая имитация фабричного наборного края. Далее все ряды мы будем провязывать резинкой 1 на 1. Можно повесить маркер начала ряда. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Я провязала 15 рядов. У нас получается вот такой наборный край. После ВТО здесь все выровняется. Далее мы переходим к вязанию основного узора. Раппорт узора у нас 10 петель. Провязываем 2 изнаночные, 8 лицевых. Снова 2 изнаночные, 8 лицевых. Петли всегда провязывайте за ближайшую стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем таким образом ряд до конца. 2 изнаночные, 8 лицевых. В следующих рядах узор у нас формируется так. Первую из изнаночных мы провязываем лицевой. Далее 2 изнаночные и довязываем петли раппорта. Первую из изнаночных провязываем лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные и довязываем петли раппорта. Такой принцип у нас в каждом ряду. До момента формирования макушки общая высота шапки должна быть около 20 сантиметров для взрослого.
Первую из изнаночных в каждом из рядов провязываем лицевой, далее 2 изнаночные и довязываем раппорт. Вяжем таким образом на высоту 20 сантиметров с учетом резинки. Довязали до первой изнаночной, провязываем ее лицевой, далее 2 изнаночные и вяжем до следующей изнаночной. В итоге у нас формируется вот такая диагональ, идущая по спирали. После того, как провязали общую высоту около 20 сантиметров с учетом резинки, приступаем к формированию макушки. Убавление будем делать через один ряд. Сейчас довязываем до 2 изнаночных, 2 изнаночные, провязываем 2 вместе лицевой в каждом раппорте. Снова довязываем до 2 изнаночных, 2 петли провязываем вместе лицевой. Таким образом довязываем ряд до конца, делая убавки в каждом раппорте после 2 изнаночных. Следующий ряд провязываем по узору. Довязываем до 1 изнаночной, провязываем эту петлю лицевой, далее 2 изнаночные. Снова вяжем до 1 изнаночной, провязываем ее лицевой, далее 2 изнаночные. В следующем ряду у нас снова убавки после 2 изнаночных. Убавляем так петли для макушки, пока мы не дойдем до этапа, когда у нас остается по 2 петли вместе. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В этом ряду мы начинаем просто провязывать по 2 петли вместе. 2 вместе изнаночные, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночные, 2 вместе лицевой. Довязываем таким образом до конца ряда по 2 петли вместе. Далее нить отрезаем, вставляем в иглу широким ушком и переснимаем все наши петли. Затягиваем, уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик, уводя иглу по задним стенкам петель. Прячем нить наборного ряда с изнаночной стороны, тоже уводя по задним стенкам петель в одну сторону и в противоположную. После этого отправляем шапку на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Наша шапка готова. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.